Я продолжаю строить дом. В предыдущем сюжете я залил ребристое монолитное перекрытие цокольного этажа, и теперь встал вопрос, как забираться на это самое перекрытие. Цоколь высокий из-за участка с уклоном. Надо срочно делать крыльцо, ну или покупать джамперы. Сделать крыльцо оказалось дешевле. Мне никогда не нравились массивные конструкции, хотелось чего-то легкого и воздушного, но из бетона. Но поскольку я никогда не делал лестниц, а тем более воздушных, я залез в интернет. И вот что меня вдохновило – лестницы с двойным или зеркальным каркасом. Выглядят не тяжеловесно и в то же время прочны и долговечны, как большинство изделий из монолитного бетона. Сначала я примерно прикинул, точно считать я так и не научился, количество ступенек, их ширину и высоту. Отступил от ростверка 3 метра, в этом месте пробурил 2 скважины под сваи, ниже точки промерзания. На них и будет опираться вся конструкция. Верхнюю часть я жестко свяжу с ростверком. 2 доски 150 на 50 в качестве несущих балок закрепляем под углом к ростверку и начинаем возводить опалубку. С боков прикрепляем листы ДСП с вырезанным контуром будущих ступеней. Боковины соединяем с горизонтальными листами и вертикальными под ступеньками металлическими уголками. Перед нами практически лестница, только из ДСП. Сначала на каждой ступеньке во всю ширину укладываем по 3 прута 12-й арматуры, а затем перпендикулярно через каждые 15 см Г-образной заготовки из 8-мм рифленой арматуры, повторяющей профиль ступеней. Соединяем их с предыдущими вязальной проволокой. Этих заготовок понадобится очень много, поэтому позаботиться об их изготовлении нужно заранее. Давно я не был на стройке у Максима, а там строители закончили выкладывать стены из газосиликатных блоков, подготовили опалубку под армопояс, и тут приехал кран для укладки двутавровой балки над панорамным окном. Двутавр – это хорошее решение для тех, кто не хочет ждать, как в случае с бетонным прогоном. Тем более, если дом снаружи будет утепляться. А я возвращаюсь на свою стройку, где мы готовим опалубку лестницы с двойным дном. Теперь прикручиваем борта с упорами, вставляем и закрепляем пластиковые трубы для будущей подсветки ступеней. Финальное армирование – это пруты 14-й арматуры на всю длину лестницы через каждые 30 см. Осталось прибить поперечные ограничители, именно они сформируют верхний каркас. Посередине лестницы сверху прибиваем распорку, препятствующую деформации поперечин. Самостоятельно замешиваем раствор, и тут вспоминаем, что забыли про вибратор. 5 минут материмся и начинаем вибрировать насосом «Малыш».
Пока лестница набирает прочность, я хочу сказать одну вещь. До этого момента я понятия не имел, как делается лестница, но я ее сделал. Если получилось у меня, у вас получится тем более. В следующем сюжете я начну выкладывать стены из керамического порезованного блока.